Полундра, ребята, добро пожаловать на корабль пиратов губной гармошки. И сегодня у нас на горизонте губная гармоника Suzuki Alif, которую вы можете выиграть, победив в онлайн-фестивале «Пираты губной гармошки 2024». Для этого до 1 апреля включительно запишите видео, в котором вы играете на губной гармонике любую романтическую или весеннюю или любовную композицию. Выложите это видео в открытый доступ на YouTube или в ВК. Обязательно с хэштегом «Хочу губную гармошку». До 1 апреля не удаляйте видео. Мы соберем все в единую коллаборацию, отправим нашим членам жюри, и тот участник, чье видео соберет наибольшее количество баллов и выиграет губную гармонику Suzuki Alif. Также среди оставшихся участников мы разыграем фирменную кружку от канала Harper путем голосования в нашем сообществе в ВК. Подписывайтесь на наше сообщество в ВК, ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на канал Harper. Более подробная информация о фестивале по подсказке в правом верхнем углу экрана. Ну а мы начинаем наш обзор, как обычно, с комплектации. В комплекте с губной гармоникой Alif идет вот такая замечательная коробочка зеленого цвета. Мне она напоминает коробку из-под косметики, какого-нибудь крема. Выглядит интересно и достаточно оригинально. Кладем ее в фирменную кружку от Harper. Конечно же, также в комплекте идет тряпочка. Тряпочка ничего особенного с собой не представляет, но хорошо, что она есть. Кстати, у других моделях Suzuki есть еще надпись фирменная на тряпочке. А мы переходим к инструкции. Инструкция обычная на японском и английском языках с базовой информацией о строе. Кстати, здесь именно ключ до расписан в инструкции, в то время как гармошка у нас разыгрывается в ключе си бемоль. Очень полезная тональность для губной гармоники, между прочим. Помимо стандартной инструкции, в комплекте также еще идет необычное описание концепта дизайна губной гармошки. Оказывается, на языке цветов слово «оливка» обозначает мир и мудрость. Чехол выглядит симпатично, приятным на ощупь, достаточно удобный, но спасает разве что от пыли. Лучше бы вместо него сделали стандартную коробочку из АБС пластика или кейс из так называемого материала Evo, который сейчас часто идет в комплекте современных губных гармоник. В целом, я считаю, комплектация неплохая, на 4, но могла бы быть еще лучше, если бы положили нормальный кейс. Теперь переходим непосредственно к инструменту. Гармоника, как следует из названия, оливкового цвета. Очень красивый инструмент. Наверное, одна из самых красивых моделей губных гармошек из тех, что мне попадались. Сверху на крышках написано Alif, Suzuki, 10 отверстий, диатоническая гармоника, 20 язычков, они же голоса. Отверстия пронумерованы. Надпись сделана в Японии. Сзади наименование компании-производителя и имя ключа, то есть тональности. В нашем случае это си бемоль. Визуальная составляющая я ставлю твердую 5. Гармоника прекрасна. Что касается эргономики. Крышки у гармошки очень удобные. Держать гармошку одно удовольствие. Бока в достаточной степени скруглены. Есть небольшая претензия к зубьям гребенки. По моим ощущениям, они излишне выпирают, но во рту, в принципе, этого не ощущается. Так что в части эргономики я ставлю губной гармошке 5 с минусом. Что касается материалов, то сейчас на экране вы видите спецификацию инструмента. Suzuki всегда славилась качеством своих материалов, а также качеством сборки. Я здесь разве что могу придраться к винтам, которые плюсы. Лично мне больше нравятся минусы, на мой взгляд, они дольше живут, но много еще зависит от металла. В целом металл у Suzuki должен быть хорошим. Со звуком дела обстоят сложнее. С одной стороны, мы имеем прекрасный тембр, округлый, теплый, одним словом, замечательно. С другой стороны, большие воздухопотери. Настолько большие, что я даже не ожидал, что такое возможно у гармошки такого класса, как Suzuki Alif.
Причем, будь это модель в низком ключе, ну хотя бы соль, я бы еще мог понять. Но в данном случае у нас си бемоль, то есть всего лишь на тон ниже, чем ключ до, наиболее распространенный ключ у губных гармоник. Вывод напрашивается сам собой. Губную гармошку нужно кастомизировать. Возможно, если поправить гэпы, то ситуация исправится. Но сомневаюсь, что она исправится кардинально. Однако должен признать, что в этом смысле я достаточно избалован. По сути, все мои диатонические гармоники хотя бы минимально, но кастомизированы. К тому же среди них есть достаточно круто кастомизированные инструменты. Поэтому я просто привык играть с минимальным количеством воздухопотерь. Поэтому бороться за инструмент в любом случае стоит. Участвуйте в онлайн-фестивале «Пираты губной гармошки 2024». Также обращайтесь ко мне за уроками игры на хроматической губной гармошке. К слову, еще осталось 2 свободных места. Если успеете до 1 апреля ко мне обратиться с уроками, то вместо одного бесплатного урока я дам вам аж 2 первых бесплатных урока. В целом инструмент мне скорее понравился, нежели чем не понравился, несмотря на обилие воздухопотерь. Я бы, конечно, не стал его рекомендовать новичку, но наш конкурс и не подразумевает, что в нем участвуют новички. Это в любом случае люди, которые уже умеют играть на губной гармошке, а значит знают, как им удобно играть и какое количество воздухопотерь для них приемлемо. Уверен, среди них есть музыканты, которые всегда играют на губной гармошке из коробки, какая бы она там ни была, и не приемлют кастом. Всем желаю удачи. На этом обзор у нас подходит к концу. Поднять паруса, полный вперед.